Ольга Лукинична, уже все готово, идите пить чай. Давайте, смотрите. Да. А як же ти його це робила? 10 минут, Ольга Лукинична, самый быстрый торт, который я вообще знаю. Тут сейчас Виталик рецепт покажет. То есть 10 минут и полчаса выпекания. Покажи, какой тортик сблизи, вот. Да. Выглядит вообще аппетитно. Выглядит Давайте Ти апетитно. сфотографіруй, я побачила, навіть не повірила Сфотографируй, Виталик. своїм очам. Я его еще не пробовала. Никто не. Ольга Лукинична. Короче. Вдруг он невкусный, быстрый, но невкусный. Я так не думаю, ти що? Таке навіть. Скажите. Угу. Прелість. Угу. Новенькая. Накануне Рождества в Германии пустился небольшой снежок. И он, в принципе, сразу же тает. А мы в этот день предприняли такую небольшую аферу. Решили с мамой съездить на рождественскую ярмарку. Мама ни разу не была нигде, Да. кроме Гайслингена. И на машине, куда мы ее могли привезти. Вот, поэтому сейчас первый раз мама будет ехать на поезде. Решили покатать ее на поезде. Поезд, кстати, уже стоит наш на первой Наш платформе. поезд уже стоит. Ольга Нам еще надо Лукинична. успеть купить для мамы билет, потому что у нас есть проездные, а для мамы одноразовый билет нужно купить здесь в автомате. Поезд идет на Штутгарт, он отправляется через 20 минут. Вот автомат, мы сейчас попробуем быстренько купить здесь билет. И мне нужно разобраться, как его купить. Ой, это. Это. И оно просит у нас денег. А сколько было написано? 26 он хотел. Нет, Понятно. зачем же так? Я же говорю, это слишком дорого. Мы купили билет в одну сторону за 10 евро, 10 центов. Это достаточно дорого. Я ожидал дешевле, я думал будет 7 евро. Помогай маме. Возможно, сегодня какой-то праздничный день или предпраздничный. Садись, мамусь, прямо здесь вот, недалеко. Ну, вот здесь. Вот здесь садитесь, Ольга Лукинична. Мы хотели купить билет, который называется дневной билет. И мне говорили раньше, что этот дневной билет будет стоить дешевле. И на нем можно туда-обратно ехать. Но Он стоит дороже. он стоит 26 евро, и мы... а этот 10 евро. Ну, То есть так нам дешевле, так нам 20 обойдется, а так получится 26 на 6 Да. евро. Представляешь, сколько бы мы потратили, если бы у нас не было дочь-тикета? Да, да, да. Один раз как-то ты ездила с нами в Гёпинген, и все, на поезде, да? Я вже не знаю. А может Ни даже на разу, машине? ни разу, да? это первый раз. Как вам? Нічого ще. А хочешь мы сядем с той стороны, там будет видно весь Гайслинген. из окошка. Пойдемте. Вот так, ты будешь по ходу движения как раз смотреть. Le vent chaud fait danser tes boucles dorées. Sous le soleil, ton visage vient m'enchanter. Vers ta lumière, je cours vers ton rivage d'amour. Appelle-moi tout bas, dis-le-moi tendre là. Слушай, мы сейчас будем лагерь наш проезжать. Вон, видишь, высокое здание серое с красными полосками. Это вот рядом с ним, прямо рядом, это наш лагерь, в котором мы жили. Это я помню. А вот тут ты гуляла, скорее всего, да, однажды? Да, Когда а мы в здесь лагере. была я, тут я побывала в этих. Вот магазин Эдека. Ну, дальше не было. Дальше не было, да. По этой улице дальше не было. Вот он городок, который называется Зюссен, сладкий. Показываем маме. А мама нам показывает перчатки. Связала сама. Покажи нам. Вот черненькие, красивые И уже дырки попротирались, да? Нет. дырки. Это Дырки. не дырки. А что Это это? специально. Специально зачем? А А, телефон? Представляешь? Я думала дырки. Смотри, как хитро. слушай, ты сама придумала или так
Да, я не знаю, Прикинь. может, у кого-то посмотрела. Dis-le-moi tendre là. Je vole jusqu'à toi, te serrer dans mes bras. Ну все, мы приехали в город, который называется Эслинген am Neckar. Почему am Neckar? Потому что находится на реке Некар. Здесь она протекает в той стороне, но мы туда не пойдем. Здесь в городе центр находится в той стороне, и там тоже есть ответвление этой реки, красивые такие каналы, островки. Мы там все это увидим. Но есть одно разочарование. Пока мы ехали в поезде, я прочитал, что сегодня на Рождество, а сегодня 24 декабря, в Эслингене нету рождественской ярмарки. Представляете, на Рождество нету рождественской ярмарки, из-за которой мы ехали. Из-за которой мы вообще маму Мы хотели ей показать, да. И мало того, выяснилось, что вообще в Германии за 2 дня до Рождества все ярмарки прекращаются рождественские. Нас просто это шокирует. Что это? Рождественская ярмарка, и ее нету на Рождество. Чем отличается вообще Германия по от мышлению? Украины, допустим. От Украины, да, у да. нас только открываются ярмарки сегодня. А по немецкой традиции считается, что праздник люди должны встречать дома, в семейном кругу, поэтому никаких мероприятий никто не должен работать, потому что на ярмарке люди работают. Может быть, это и правильно, но это совсем не так, как у нас. Кстати, в Украине стали праздновать Рождество именно тоже вот с 24 на 25 декабря недавно. И сейчас там только все начинается, там только выносят столы, расставляют палатки. То есть вообще другой менталитет, Вообще всё да? шиворот на выворот. Совершенно. У нас на празднике работают, но мы все равно пойдем покажем маме город. Главное, чтобы хватило сил. Мама сегодня в очках. Это защитные очки, Да. которые маме после операции на глазах выдали врачи, для того, чтобы от ветра и от холода у нее не слезились глаза. Да. Помогают, мам? Да. Такое ощущение, что ярмарка все-таки есть, потому что все ходят пьяные и веселые. Всё. По крайней мере, там есть где выпить, это точно. Да. Идти здесь недалеко. Прямая пешеходная улица до центра города. И мы уже на месте. Меня тут только что чуть не укусили, а ты убегаешь. Кто? Вот те парни? Да. Он хотел, видно, посмотреть, но сняться, а я ж камеру убрала. Так он меня чуть не укусил, но потом все-таки залез в камеру. А он хотел сняться, да? А Да. ты- Ясно. Вот одна из узнаваемых башен этого города, наверху которой нарисован, то есть изображен канатоходец на канате. Когда-то здесь устраивались ярмарки, и канатоходцы реально ходили вот здесь вот от одной башни до другой по веревке. Представьте, да? Рисковые были канатоходцы. Без всякой страховки, наверное. Вот это вот и есть одна из центральных площадей. Такой перекресточек. И вон там дальше еще Марктплац, река здесь. Сейчас мы вам все это покажем. Ты представляешь, я прочитал про то, как этот город возник и Ага. почему он стал богат. Потому что этот город существует со средних веков. Вообще
1777 года. И он стал богат и знаменит благодаря мощам святого Виталия. Вау! Представь, Да я ты такой, что? ну, оказывается, был святой Виталий, я его тезка, и святой Виталий Миланский. И его мощи в 777 году из Рима перенесли сюда, а это значило, что сюда потекли паломники, поехали прям Да ты что? Так это толпой. немецкое имя Виталий получается. Это да? латинское имя обозначает Виталий, значит жизненный. Вита – это жизнь, Ага, а Виталий – жизненный. Мама, ты когда выбирала мне имя, ты знала об этом? Да так. Вряд ли, вряд ли. Я тоже подумал, распространено ли это имя в Германии, раз здесь, например, святой Виталий покоится, да? И оказалось, что нет, в Германии это имя не прижилось, а прижилось как раз вот в странах СНГ, бывших на территории славянских У нас, территориях. Для немцев, оказывается, Они это... должны помнить. Ну, они знают это имя, но для них оно звучит архаично. Представляешь, подходит к тебе парень в Германии и говорит: меня зовут Прохор, да? Как ты? Или Порфирий, да? Или Спиридон, да, там типа. Я Спиридон. И ты такая, странное имя, С этим да? человеком лучше, ну, Да, как-то или его родители странные. Вот так точно, когда я говорю «my name is Виталий», они думают: Виталий. Они тебя странно смотрят и отходят, да? Попахивает, Подальше. попахивает какой-то древностью латинской, Виталий. Ну, это я так Прикольно думаю. может, и вообще, нет. интересно. Виталик, ты на своем месте, в своем городе. Не зря мы сюда приехали. Да. Обалденная атмосфера тут вообще. Смотри, они все... То есть ярмарки нету, но люди в себе несут это радость. Слушай, ну там точно наливают где-то, потому что... Пойдем искать. Алло. Ты посмотри, что творится. Мы когда-то с Ладой уже были именно на ярмарке в этом городе. Эслинген славится именно своей средневековой ярмаркой. То есть тут необычная ярмарка, тут много таких инсталляций, которые изображают каких-то там мастеровых средневековых, продаются какие-то топоры, там можно метать эти топоры. В общем, у нас есть видео об этом. Ярмарка находится обычно вот здесь, перед церковью, вон там. Сейчас ее уже нету, да. Вот один из рукавов реки Неккар. Здесь протекает. Красиво, много мостиков. Посмотрите, какая красота здесь. Вот небольшой островок, на котором здания стоят. Вот еще один островок, на котором ресторан или отель даже с рестораном. Маме интересно, она ж никогда не видела, как вот среди воды домики стоят, вот Да. прям на реке, да. Мы сейчас пройдем еще туда, к церкви. Это Ага. как раз самая такая вот центральная площадь, Марктплац. Там наверху есть замок, мам, там есть Я уже средневековый рассказала, замок. да, но мы туда не сможем забраться, потому что маме очень тяжело, там очень Конечно, много да. ступенек. Я вижу, люди прям на улице С пьют, да. бокалами стоят, конечно, они будут все веселые. А чем мы такие грустные? Пойдем. Ну, так прям бутылки возле мусорки, да. Где-то это продается. Здесь атмосфера как на Новый год у нас, да, вот ну точно да. такая же атмосфера новогодняя, просто вот как в самую новогоднюю ночь, даже не перед. Все ходят с бокалами, ты представляешь, просто в руках Но у носят. меня есть ощущение, что Шампанское. большинство людей возвращаются уже в сторону вокзала. Наверное, было какое-то мероприятие, и все расходятся. Возможно. Вот она, центральная площадь Эслингена. И здесь проходит обычно рождественская ярмарка. Целых 4 недели она идет. Люди веселятся, но, видите, уже даже вывезли все отсюда ларьки, палатки, инсталляции. Ничего нету, пустая площадь, усеянная бутылками. Смотрите, бутылки из-под шампанского повсюду. Повсюду бутылки из-под шампанского. Слушайте, я никогда такого не видел. Что здесь было? Здесь явно мы опоздали на какое-то мероприятие. Какое-то супер мероприятие с поглощением алкоголя здесь происходило. А жаль, мы опоздали. Вот это да. Я впервые такое вижу. Друзья, посмотрите, бутылки валяются на полу, на земле.
Я вспомнил, кстати. Эслинген – это же как бы родина немецкого игристого вина. И называется оно, по-моему, Кесслер. Да, точно, Кесслер. В 19 веке некий немец Кесслер привез технологию изготовления игристого шампанского из Франции. И здесь открыл завод и изготавливал это вино. То есть они все набухались шампанского. Вот этого я не ожидал. Где его раздают, я тоже хочу. Может быть, вон там? Вот откуда они такие все веселые. Все понятно. Ольга Лукинична, как вам? Интересно? Вы такого еще не видели. Как гуляют немцы. Сейчас попробуем. Мама в шоке. Говорит, что отсюда на память взять? Сейчас я вам расскажу историю. Дело в том, что Кесслер, которое здесь пьют, видишь, везде написано Да. Кесслер. Это игристое шампанское, которое производят прямо в этом городе и производят его с 19 века. Ух ты. Да, и оно считается как бы... Фирменная, да? Да, Может, нам надо это тоже взять в подарок себе? Бутылку? где-то? Да. можно купить, наверное, или Но там не наливают. пустую. Да, пустую нет. Зачем нам пустую? Теперь становится все понятно, что здесь делают люди. Но они вот прям стоя здесь, прямо на пустой площади, пили это шампанское, напились и побросали бутылки и поуходили. Вот, может быть, это сопровождалось каким-то музыкальным номером, не знаю, может быть, кто-то выступал здесь, сцены не вижу. В общем, очень странно. Стоят палатки, в котором продается вино. Наверное. Ну, пиво точно, пиво вижу. А если тут вино, да, там тоже. Ольга Лукинична, думаете заняться бизнесом, насобирать бутылок и сдать? Мама уже спрашивает, где же эти бутылки принимают? Мама, если бы их принимали, их бы сейчас уже ни одной здесь не было. Нашлись бы уже. А говорит, может одну взять с собой на память? Мы не будем таскаться. Полную, Полную, да, мы полную. можем купить здесь, конечно. Но ты посмотри, видишь, это средневековый городок. Он как был в средние века, вот так все располагалось. Церковь здесь, вторая церковь там. Вот эти старые фахверковые дома, все это очень древнее. Тут некоторым домам по 700 лет, наверное, потому что они стоят здесь с 1300 какого-то года. В общем, очень древний город и древние традиции. Ну и вот Это ярмарка здесь была, да? Ее ее разобрали. разобрали еще вчера. Вот так вот. Мы не Да. успели, жалко. Узнал? Да, я узнал, я подошел, спросил, сколько стоит один бокал вина, вот этого Кесслера. Он говорит, а мы все распродали. Я говорю, так понятно, сколько стоит? Он говорит, фюнцик, то есть 5,50. Сколько я живу всегда на планете что-то не так. То с неба летит звезда, чтобы все сжечь в пух и прах. То кризис и пандемия, то глобальный компьютерный сбой, то ядерная ностальгия, то снова война за войной. Но нам не страшны катастрофы, и инфляция нам не страшна. Если есть на земле еще кто-то, кто нальет нам бокал вина. Налей вина, старина, налей вина, старина. Я говорю, это даже интереснее, чем ярмарка, потому что ярмарку мы видели, а такого мы еще нигде не видели. Сейчас 3 часа дня, и я замечаю, что все заведения общественного питания закрываются уже. Слышны вот звуки музыки некоторые, но я слышу там восточную музыку, возможно, турецкие заведения не будут закрываться, потому что у турков свои традиции. А вообще немецкие заведения все закрываются, люди расходятся по домам, все. Праздник они празднуют дома.
Возле вокзала мы заметили одно из последних работающих заведений. Там внутри они как селедки набились, сидят тут, смотрите. Прям куча народу. Вообще на самом деле не очень хорошо. Мы с мамой уже замерзли. И то, что не работают сейчас уже все эти кафе и ресторанчики, это очень плохо. Нам некуда даже зайти погреться. Вот мы должны уже ехать сейчас назад. И я решил уже не покупать билет в автомате, а купить онлайн через приложение. Я мог бы и тогда так сделать, но мы хотели проверить именно тот способ. И смотрите, здесь билет, вот центральный написано Einzelticket Erwachsene, стоит 9,67. То есть он даже на, сейчас скажу насколько это, на 40 центов дешевле, чем если покупать в автомате. Слушайте, Виталий, смотри, ребенок, мама заметила, без шапочки. Почему? Без шапки в коляске. Я думал, это здание вокзала, это Бургер Кинг. Но Бургер Кинг должен работать, поэтому мы наверняка здесь можем погреться. Ладно, это Бургер Кинг. Можно съесть что-нибудь и погреться. А вот вход в Банхоф. Что здесь есть на вокзале? Сейчас вообще окажется, что он закрыт. Да? Представьте, там вообще ремонт идет. То есть на вокзале согреться негде. Дальше непонятно, что это. Так, здесь сфотографироваться можно, купить билеты. И, наверное, Райзе-центрум, который не работает. Все. Алис, ничего нету. Dankeschön. Tschüss. Мы взяли 3 гамбургера и 1 айранчик. Он показывает, какие они. Просто перекусить. Так вот, отлично. 3 гамбургера и айран стоили меньше 10 евро. То есть они по 2,50 или по 2,60, что такое эти гамбургеры. Покажи, какие. Очередь, правда, длинная выстояли. А, ну такая себе небольшая булочка. Котлетка, как раз то, что нам надо, горяченькая. Горяченькая. Замечательно. С мясом должно быть. И айранчик. Хотите айран? Чай они тут не делают, поэтому айран. Но, кстати, ладно, мне не удалось купить билет онлайн. Почему-то сбой какой-то, поэтому я побегу, куплю билет на платформе сейчас. Айслинген, Гайслинген, 10-10, все. И есть билет. Прощай, Эслинген. Ich packe die Koffer, verlasse die Nacht. Fremde Stadt, wo das Licht für mich wacht. Auf der Straße so still, ich verliere mich, ich geh. Ein Neubeginn, weit weg von hier. Nicht geplant, ich folgte dem Wind. Herz etwas schwer, doch der Atem lebt drin. Alles was war, bleibt irgendwo. Und ich gehe durch die Zeit sowieso. Oh, der Übergang, der Übergang, der Übergang. Ich höre den Ruf von fern. Der Übergang, der Übergang, der Übergang. Hello. Wer hatte gerne 2 Tassen Cappuccino? Klein. Половина первого, друзья. На улице не так уже холодно, поэтому мы решили выпить немножко кофе. Здесь, в этом кафе, мы любим это место в нашем городе. Кофеек с молоком, очень вкусный.
и ответить на вопросы наших зрителей. Зрители заметили, что у нас появилась новая камера и спрашивают, на что это вы снимаете. Вот камера, которая называется DJI Pocket 3, и мы ее недавно купили, действительно. Сейчас вам ее покажу, расскажу. Вы могли видеть, Лада ходит с ней, снимает, она очень удобная, включается вот так вот. Не потому, что мы очень богаты и как бы меняем камеры каждый месяц. Да. Мы, кстати, за этот год всего лишь одно приобретение в плане техники сделали. Это вот новую камеру купили за 490 или 480 евро, точно не помню. Мы не покупали комбо-версию. Комбо-версия на 100 евро дороже стоила. У нее там дополнительный аккумулятор есть и микрофончики вот такие дополнительные есть. Один микрофончик. А нам это не надо было, мы просто купили камеру в минимальной комплектации. Раньше мы использовали тоже камеру от той же фирмы DJI, но предыдущую модель называется DJI Pocket 2. Вот она, посмотрите, она немного меньше размером, но работает точно так же. Включается, например, вот такой вот стабилизатор интересный, такая вращающаяся головка. Но у этой камеры появились существенные недостатки. Во-первых, она стала плохо включаться. Вот здесь есть кнопка записи. Эта кнопка срабатывает, наверное, с 3-го раза или с 4-го. Иногда вообще невозможно включить. То есть она уже поломалась. Портит нам вообще всю съемку. Да, а нужно снимать быстро, включать. Пропускаешь кадр, например, там кто-то едет, какое-то мероприятие. Ну и вообще. Она еще летом, когда жарко, бывает просто непроизвольно сама отключается по собственному желанию. То есть ты ее поставил, там закрепил на штатив, например, здесь есть снизу, можно прикрутить. Она стоит, снимает, а потом раз, пик, и свернулась. В-третьих, у нее качество хуже, чем у новой камеры съемки. И в-четвертых, что тоже очень важно, у нее очень маленький экранчик. Если вы посмотрите экранчик, который, сейчас я включу, у нее есть здесь, он настолько мелкий, что иногда вообще не видишь, что ты снимаешь, особенно в солнечный день. То есть, по сути дела, она еще работает, но ее мы используем, например, для таймлапсов, когда снимаем. Там, в общем, можно ее использовать, но решили приобрести для того, чтобы стабильно снимать, вот такую новую камеру той же китайской фирмы DJI, которая производит, кстати, большинство дронов Mavic, и в дронах такие же вот стабилизаторы стоят. Вот. Что интересно, у этой камеры уже очень большой экран, ну, гораздо больше, и лучше видно, что снимаешь. Вот видите, сейчас снимает Ладу, можно повернуть плавно. В общем, на самом деле, это на данный момент эта камера лучшее решение для блогеров, таких как мы, такого формата, которым не нужны большие фотоаппараты с огромными объективами, которые снимают на маленькие незаметные камеры. Качество этой камеры гораздо лучше, и она в темное время суток справляется гораздо лучше, чем предыдущая, и даже гораздо лучше, чем та, на которую мы сейчас снимаем. А я вам покажу, мы снимаем сейчас на камеру, которая тоже называется DJI, но это камера DJI Action 4. Кстати, вы можете посмотреть в последнем видео, когда мы были на ярмарке, снимала я этой камерой, а Виталик снимал этой камерой. То есть разница, ну, очень большая. В Хемнице, да. В темноте вот эта камера четко снимает, контуры четкие, а это размазано, она не годится для темноты. Но у этой камеры есть свои преимущества. Она мобильная, она очень маленькая, вот легко крепится на штатив, быстренько снимается, включается очень быстро, одним движением, одним нажатием кнопки точнее. В общем, это ты рассказываешь для будущих блогеров, потому что я не знаю, всем ли это интересно. Да. Но нам задавали вопросы. В комментариях, мы стараемся отвечать как вот. можем. В принципе, это весь наш арсенал. Еще вот микрофончики, которые на нас висят, тоже фирмы DJI, пишем звук. Теперь видео наши качественнее благодаря этой аппаратуре, но больше работы получается, мы должны совмещать. Да, очень долго монтировать видео. Получается, мы снимаем 2-3 дня и 3 дня монтируем, получается, без выходных практически. Очень много синхронизации. Звуковые файлы нужно синхронизировать с видеофайлами, и их получается всего
4 звуковых файла, потому что у каждой камеры свой звук пишется, каждый микрофон отдельно пишет. Очень много времени занимает музыка, которую вы слышите, и спрашиваете, кто это поет, как вы это делаете, что это за музыка, где ее найти. То есть найти ее нигде нельзя, кроме как у нас. Да. И я объясню, почему мы стали делать музыку вообще. Для того, чтобы использовать музыку на YouTube, нужно учитывать авторское право. У большинства музыки есть авторы, и они свои права лицензировали. То есть просто так ты не можешь взять чей-то хит, чью-то музыку и разместить, озвучить свое видео. Потому что на это нужно спрашивать разрешение и чаще всего покупать эту музыку. Хиты очень дорого стоят, иначе бы все, что вы видели бы на YouTube, оно было бы озвучено мировыми хитами, и все видео могли бы получать из-за этого рейтинг. Да? То есть я мог бы вообще привлечь внимание определенного рода людей, используя чужую прекрасную музыку, проверенную, на которую все клюют. Но это делать нельзя. Раньше мы с Ладой брали музыку, покупали на определенном сайте, который называется Epidemic Sound, и там мы платили 18 евро в месяц для того, чтобы брать музыку, и она, причем не самого лучшего качества, и при этом она еще и не хиты. Ее никто не знает, она там такая левая какая-то, но удавалось находить более-менее приемлемые треки. В какой-то момент мы поняли, что технологии продвигаются, и в мире появился теперь искусственный интеллект, который может создавать и музыку, и видео, и голос имитировать, и многое другое. И это как такие хорошие инструменты для того, чтобы использовать их в блогерской работе. При этом музыку, которую мы генерируем при помощи искусственного интеллекта, мы обладаем ее правами. То есть это наша музыка, хотя создал ее искусственный интеллект. Ну, напополам с Суно. Я использую конкретно Suno AI. Suno искусственный интеллект, специально заточенный под создание музыки и песен. И когда я это открыл для себя, то я понял, что это то, что мне нужно. Во-первых, я плачу за него в половину меньше, чем за Epidemic Sound. Мы сейчас платим $8 в месяц, это получается около 7 евро в месяц. И при этом мы можем иметь более разнообразную и подходящую нам музыку. Сейчас быстренько покажу вам, как мы создаем песни для наших видео при помощи Suno. Вот на экране сейчас вы видите рабочую область Suno, и здесь окно, которое называется Lyrics. Видите, лирика — это стихи. Я уже скопировал стихи, теперь я их сюда вставляю. Вот, вставить. И у меня появляется уже здесь текст нашей песни. И здесь есть даже маркеры такие, которые подсказывают, где куплет, где припев. А ниже есть окно стилей. Вот это окно, в котором можно прописать какой-то стиль. И я бы здесь написал, например, диско или поп. Ну, что-нибудь в этом роде можно написать. Вообще-то, конечно, я в основном использую инди-рок или еще какие-то вещи. Мы можем попробовать с вами таки вбить. Инди-рок — это не индийский рок, это просто стиль рока такой. Поэтому, смотрите, я вбил всего лишь один стиль. Здесь можно больше стилей вбивать, смешение стилей, можно целый промпт туда вбить. Промпт — это целый рассказ для Suno, какую ты музыку хочешь слышать. Сейчас я просто упрощаю процесс, и здесь можно название песни тоже ввести. Вот здесь, например, напишем 2025. То есть это песня про 2025 год. И все, нам остается только нажать кнопку Create, то есть создать. Я ее нажимаю. И мы видим, появляются два новых таких прямоугольничка с названием песни. Красный и зеленый, но они меняют цвета. Сейчас пока песни создаются, сразу два создается варианта. Вот. И, в принципе, уже даже можно попробовать послушать. Давайте попробуем, что оно нам создает. Еще один год в списке пропавших без вести. Кому он нужен теперь? Кому он нужен теперь? Его не будут искать. Спасибо, что не последний. За ним закрою дверь и стану дальше ждать. Вот такое, да? А еще один вариант, давайте быстренько. Еще один год в списке пропавших без вести. А давайте теперь
напишем, например, поп. Напишем поп. Какая-то попса. Что нам создаст? Для примера. Ну-ка. Еще один год в списке пропавших без вести. Кому он нужен теперь? Его не будут искать. Спасибо, что не последний. За ним закрою дверь и стану дальше ждать, что с нами будет теперь. 2025 не виноват он. Еще один вариант. Еще один год Женский вокал. в списке пропавших без вести. Кому он нужен теперь? Его не будут искать. Спасибо, что не последний. За ним закрою дверь и стану дальше ждать, что с нами будет теперь. 2025 не виноват. Он родился со шрамом на сердце, с дулом у головы. Но сначала мы целый день пишем текст. То есть это такое, я бы сказала, даже, наверное, тяжелее, чем монтировать видео. То есть сочинить хороший текст, это тоже не так просто. Это зависит от вдохновения. Ты можешь не иметь настроения, в общем, пытаться сочинить что-то, и у тебя получается какая-то Ерунда просто. Ну и нас еще спрашивали, какой искусственный интеллект мы используем для создания видео вставок, там, например, оживление статуй мы иногда делаем, это чисто ради прикола. Без этого можно обойтись, но опять же я проплатил искусственный интеллект под названием Kling AI. Я не так, чтобы сильно доволен этим, плачу всего лишь $7 в месяц, то есть это около 6 евро получается. Но там и немного можно получить результата. $7 улетают буквально за 10 отрывков видео 5-секундных. И, в общем-то, это можно просто для разукрашивания. Может быть, вы видели, как Лада летает в небе. Это очень прикольно, да? Как статуи оживают, начинают двигаться, улыбаться. И я вам покажу сейчас, например, вот в Испании мы вставили какого-то, не знаю, барабашку или чупакабру какого-то. Это настолько реально выглядит, вроде бы там действительно живет какой-то домовой, вот такой, и все очень много комментариев, что это было, кто это был, вот рассказываем, кто это, это был Виталик. Да, это дополненная реальность, и Kling AI, поищите, это такой сайт. Я оставлю ссылки на все эти сайты в описании. И еще я хотела сказать, что у нас есть отдельный музыкальный канал, куда мы все песни заливаем. Вот все песни, которые есть в видео, они на этом канале. Вот здесь будет ссылка, Виталик сейчас поставит. Заходите, подписывайтесь, и там каждая песня сразу же в тот же день выходит, и можно сразу ее там слушать много раз, сколько угодно, и не искать, это удобнее. Канал называется Music Moment, и мы его создали специально для того, чтобы публиковать там лучшие треки, которые мы генерируем через AI. Мы генерируем еще музыку без слов тоже. Все, что вы слышите в наших видео в последнее время, эти вот звучки, подкладки какие-то, все это генерируется при помощи Suno AI. И, естественно, все мы не выставляем, потому что это бы было нагромождением. Да, я, кстати, советую посмотреть последний клип, там про елочку, это чисто, это он, да, чисто сделано, все видео, все картинка, я музыка, просто то есть... ради баловства взял текст новогодней песни, задал для него стиль такой тяжелой музыки. Песня детской. «Маленькой елочки холодной зимой», Да, то есть интерпретация Виталика. Да, а потом при помощи Kling AI я создал видеоряд. Это смотрится как нечто среднее между мультфильмом и реальностью. Да, кстати, напишите, нравится вам такое или нет. Ставьте лайки, во-первых. Заранее вам спасибо за лайки, за подписки, за комментарии. Наступающим Новым годом! Нам не страшны катастрофы, инфляция нам не страшна. Если есть на земле еще кто-то, кто нальет нам бокал вина. Налей вина, старина, налей вина.
старина.